Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фриги Викинг, всем хорошего настроения. В этом видео мы поговорим с вами о трех важнейших и сложнейших в прокачке зданиях в игре Viking Rise. Данные здания интересны тем, что без них нельзя прокачать себе Т6-Т7 тир войск, и на пути у каждого игрока они вызовут самые большие сложности в прокачке. Поэтому в данном видео я хотел бы поделиться с вами информацией, откуда же брать те самые необходимые итемы для прокачки данных зданий и каков путь вам придется пройти для того, чтобы выйти на высокий тир войск. Устраивайся поудобнее, не забывай поставить лайкос, подписаться на мой канал, прожать колокольчик, и мы начинаем. В начале видео хотел бы дать небольшой комментарий на слова многих игроков, которые пришли в Viking Rise, попробовали поиграть и говорят, что на free-to-play, то есть на игре без доната, невозможно прокачать себе там Т6, Т7 тир войск. Ребята, это не так, прокачать можно, просто ваш геймплей будет отличаться в корне от донатеров. То есть вам никто не говорил, что вы приходите в игру и прокачиваете себе за месяц на максимум все здания, и вы прошли игру. Это игра в долгую, это игра стратегическая, и соответственно те, кто может донатить в игру, быстрее прокачивают свой аккаунт. У вас другой геймплей, вы играете соответственно не затрачивая своих финансов, и вы будете намного дольше прокачивать свой аккаунт. Но тем не менее, со временем, именно по аккаунту, по технологиям, по зданиям, вы также сможете прокачаться на full и получить максимальный тир войск. А в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о самых сложных в прокачке зданиях на вашем аккаунте. И данные здания вам необходимы, чтобы сначала открыть Т6 тир войск, и, соответственно, это выльется в то, что в будущем вы сможете открыть себе Т7 тир войск. Три здания, которые требуют дополнительные итемы, то есть помимо тех ресурсов, которые вы тратите на прокачку любого из зданий, на этих зданиях вам потребуются дополнительные итемы. Дозорная башня потребует у вас шипы. На базе войск вам потребуются сущности монстра. И на прокачке боевого зала вам потребуются боевые рога. По-моему, боевой рог он называется. Эти итемы необходимы вам для того, чтобы прокачивать выше по уровню 3 этих здания. Для чего, в принципе, нужны эти здания? Независимо, насколько они влияют на мощь и игру вашего аккаунта, все ваши здания на аккаунте вам нужно прокачать на 25 уровень, чтобы поставить 25-ю академию и, соответственно, после этого открыть Т6 тир войск. Поэтому все эти три здания будут задействованы в прокачке вашего аккаунта. Как ни крути, обойти их не получится. Поэтому вы должны их прокачивать и знать все возможные способы для того, чтобы получить эти дополнительные итемы. А данные итемы являются очень редкими и являются очень дорогими. Для того, чтобы вам прокачать любое из этих зданий на 25 уровень, вам потребуется по 20 тысяч итемов для прокачки каждого из зданий. Если вы зайдете на любую из этих структур, нажмете на покупку данных итемов, вы увидите, что один итем стоит 20 гемов. То есть, если вы хотите купить за гемы все эти материалы, на каждое здание у вас уйдет порядка 400 тысяч гемов. То есть, вам нужно будет потратить 400 тысяч гемов для того, чтобы только купить данные материалы и прокачать эти здания на 25. То есть, это получается у нас 1 200 000 гемов, чтобы закупиться всеми этими итемами. У донатеров, конечно же, есть другой вариант. Мне, например, для того, чтобы поставить башню на 25 уровень, требуется 4800 итемов. И для того, чтобы купить пакет, в котором есть данные итемы, мне сейчас нужно заплатить 5000 рублей. Соответственно, сами понимаете, что данные итемы нужны на каждый уровень. Да, на 25 нужно максимальное количество, но тем не менее, чтобы прокачать эти три здания, донатеры выкладывают солидную сумму. И есть у нас, естественно, третий способ. Это возможный способ для всех игроков, в том числе для free-to-play. Это получение данных итемов с различных ивентов и дополнительных PvE действий. О них мы сегодня и поговорим, чтобы вы максимально профитно прокачивали свой аккаунт и максимально быстро, даже без доната, смогли дойти до своего максимально прокачанного аккаунта, до Т6, до Т7 в будущем войск. Давайте начнем с сущности монстра. Сущность монстра потребуется вам для прокачки базы войск. Для того, чтобы получить данные итемы, вы должны постоянно выполнять определенный PvE контент. Первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание. Для того, чтобы максимально профитно получать сущность, вам необходимо каждый день в кузнице призывать вот этих вот животных и их побеждать. То есть после того, как вы призвали одно из животных, наведите на него мышку, либо ткните пальчиком,
и вы увидите, что, возможно, с него может выпасть одна сущность. Да, это немного, но каждый день вы можете убить на своем аккаунте 5 данных животных. Они вам доступны после 16 уровня Зала Вождя. Соответственно, после Зала Вождя вы строите на 16 уровне свою кузницу и начинаете их призывать. Каждый день убиваете данных монстров, с них вам падают материалы для того, чтобы делать оборудование и вооружение для своих командиров. И, соответственно, бонусом вы можете получить данные итемы. Мелочь, но приятно. Но помимо того, что вы убиваете 5 монстров на своем аккаунте, также вы еще можете принять участие и получить за 5 атак на данных монстров у своего союзника. То есть, когда ваш союзник призывает монстров, вы можете ему помогать. И если вы делаете атаки, то есть 5 раз вы можете получить вот эти награды, которые с него выпадают. Сразу хочу сказать, вы можете больше атаковать монстров союзника, помогать им, но только 5 раз зачтется, и 5 раз, соответственно, вы сможете получить шанс получить сущность. Далее переходим к следующему пункту. Это у нас получение различных материалов, о которых мы сегодня с вами говорим, с таверны меда у торговца. Каждую неделю вам необходимо заходить в таверну меда и скупать у торговца эти 3 итема. То есть здесь есть сущность монстра, здесь есть военный горн, и здесь есть также колючие шипы. По 50 штук каждую неделю вы сможете получать. То есть 200 в месяц вы получаете. Кто-то опять же скажет, что это очень мало, но если вы умножите это на гемы, можете посчитать, сколько это стоит. То есть вы также можете из-за гема докупать на какие-то уровни, да, подкопили гемов, докупаете. Но отсюда обязательно по 200 в месяц вы должны вытаскивать на каждое издание, потому что это вам очень сильно поможет в прокачке вашего аккаунта. Ну и следующий способ, он также помогает вам получить все 3 итема, это бродячий торговец. Через определенный тайминг на ваш аккаунт приходит торговец, и вот здесь вам иногда выпадают как раз-таки вот эти все итемы, то есть и шипы, и сущность монстра, и вот этот вот рог. То есть на все 3 здания здесь иногда понемножечку вам выкидывается данных итемов. То есть здесь их обязательно скупать у торговца. Он приходит в течение дня, не один раз. Заходите в игру, поймали его, проверили, если здесь выпадают данные итемы, также их скупаем. Отовсюду понемногу, это вам будет давать возможность быстрее прокачать ваш аккаунт. Просто это не игнорируйте. Следующий итем — это колючий шип, который нужен для башни. Также на 25 уровень потребуется 20 тысяч в совокупности. И давайте также рассмотрим способы получения данного материала. 2 способа мы с вами уже обговорили, то есть таверна меда, они там появляются, у бродячего торговца они также появляются. Но есть еще один способ. Для того, чтобы получать шипы, вы можете убивать обычных нифлунгов. То есть, когда вы убиваете на карте нифлунгов, вот здесь вот у вас прописано, что данные итемы вы также можете рандомно получить. То есть, они будут падать не с каждого, но, тем не менее, данные итемы вы отсюда можете получать. Также не пренебрегайте, это очень важное направление, когда есть ивенты на убийство нифлунгов. Когда вы можете совмещать сразу несколько ивентов, обязательно этим делом занимайтесь. Смотрите, чтобы ваша энергия на аккаунте не простаивала, то есть чтобы она не накопилась на максимум и просто стояла. Заходите периодически, и если у вас нет много времени, вывели там несколько отрядов и просто пробежались по любому уровню нифлунгов. Естественно, чем выше уровень, тем больше вы сможете получить на рандоме данных итемов. Поэтому максимально старайтесь, естественно, бить больших. Но опять же, если вы там не вывозите по времени или не можете убивать высокого уровня, если у вас аккаунт не сильно прокачан или вы только начали играть, убивайте то, что можете. Максимально быстро выводите максимальное количество отрядов. На каждый отряд у вас есть шанс получить данный итем. Тоже не забывайте, не пренебрегайте. Это, ребята, прям база, это важнейшие азы, которые вам нужны для более быстрой прокачки аккаунта. Я не говорю про быстроту там в течение месяца-двух. Нет, вы можете полгода прокачивать свой аккаунт, но опять же, если вы играете без доната, вы можете ускорить это дело, если будете выполнять то, что я вам говорю постоянно, прям, действительно в разы. И последний способ для того, чтобы получать шипы, о котором бы я вам хотел сказать, это у нас постразгрузки. Когда вы здесь призываете монстров и убиваете их, вы выполняете, соответственно, задания по посту, тоже там со временем получаете плюшечки. И также здесь вы можете призывать монстров в городе. В чем фишка? Когда вы призываете монстров в городе, атакуете их, у вас не тратится ОДшка.
То есть вы можете атаковать всех монстров, которые появляются у вас на территории города, и с них также есть шанс выпадения колючих шипов. Это вот тоже такой маленький секретик. Здесь вы, соответственно, не тратите ОДшку и при этом получаете, имеете возможность получить на рандоме данный материал. Ну и перейдем с вами к последнему итему. Это у нас рог, который необходим для прокачки боевого зала. Данный итем также, мы повторяем, можно получить в таверне меда у торговца по 50 в неделю. Можно ловить его у бродячего торговца, обязательно тоже выкупаем. И следующий, самый важный, наверное, PvE формат, который вы должны выполнять, это убийство лидеров нифлунгов. Сразу поясню, почему это самый важный PvE формат. Прям расскажу в деталях. Во-первых, вы получаете этот рог. Это редкий итем. Соответственно, тратится у вас УДшечки достаточно много для того, чтобы зайти в сбор, либо создать сбор и убить лидера. Поэтому вам понадобится большое количество данных итемов, и, соответственно, очень много вам придется убивать лидеров. Но сами лидеры это на сегодняшний день, и в целом пока не ввели какие-то новые хроники, и я думаю, что и в будущем это будет так же. Это один из самых лучших способов получать вообще различные ресурсы. То есть с них выпадает неплохо ресурсов, когда вы делаете сбор, когда в него заходите, вам в награду приходят рандомно различные ресурсы. Ускорение, призывы, это все вам зайдет в кассу, это все вам поможет в развитии. Следующий очень важный момент, на который многие не обращают внимания, это прокачка уровня вашего альянса, именно уровня подарка. Чем чаще вы убиваете данных юнитов, PvE юнитов, тем больше вы получаете очков, которые заполняют уровень подарка, и у вас, соответственно, награды потихонечку растут. И, соответственно, каждый игрок, забирая вот отсюда все награды, получает очки, которые зачисляются на кристальный сундук Альянса. Кристальный сундук, чем быстрее вы заполняете, тем больше вы плюшек получаете. Там достаточно приличное количество ускоров, ну и в целом других необходимых ресурсов для игры. Поэтому как раз-таки PvE формат в виде убийства лидеров нифлунгов это очень важно. И хотел бы сказать еще одно маленькое такое рассуждение, отталкиваясь от опыта других игр. Когда вы зайдете в КВК, нам уже обещали КВК в этом месяце, там, скорее всего, лидеры нифлунгов будут более высокого уровня. И, соответственно, награды за них тоже будут более высокие. Поэтому всегда старайтесь заходить в сборы и всегда старайтесь создавать сборы. То есть, если у вас нет какого-то ивента на убийство там обычных нифлунгов на карте, всегда делайте сбор. Это в совокупе дает вам максимальный профит. Ну и повторюсь, это очень сложный, но возможный способ получения вам именно этих материалов, военных горнов, которые вам необходимы для того, чтобы прокачать ваш боевой зал. И расскажу вам еще о последнем способе, в котором вы также можете дополнительно получать различные итемы, о которых мы сегодня с вами говорили, необходимые вам итемы. Это логово зверей, когда вы их контролируете, раз в неделю вам приходит награда. Чем больше логов у вашего альянса, тем больше у вас возможности получать данные итемы. Ну и, конечно же, хотел бы сказать, что если игроки играют активно, если выполняют все данные вещи, которых я сказал, плюсом выполняют ивенты, то есть в ивентах, в заданиях, которые у вас обновляются постоянно, тоже есть различные задания, где можно что-то доставать по данным итемам. То есть наблюдайте, смотрите награды, выполняйте задания. Понемножку отовсюду быстрее поможет вам прокачать ваш аккаунт. Может быть, на дистанции это сократит прокачку вашу Dota 6 там, на месяцы, а то и больше. Потому что если вы будете просто забивать, не забирать данные итемы с возможных направлений, о которых мы сегодня говорили, то это будет для фри-то-плей игрока прям очень долго, и просто с ивентов вы не сможете набустить большое количество итемов. А участвуя вот во всех этих вещах, о которых я вам говорил, вы быстрее сможете дойти до желаемого результата. Ну и, конечно же, за гемы тоже придется докупать. Кто играет активно, кто с ивентов забирает много кристаллов красных, кто, соответственно, дойдет уже до каких-то высоких уровней прокачки, даже на фри-то-плей, то со временем, скорее всего, за гем вы тоже будете их докупать, необходимое количество, но для фри-то-плей игрока, да и в целом для любого игрока есть куда тратить эти гемы. В первую очередь это VIP, также есть рулетки, ну и, соответственно, для вот этих зданий тоже вы их будете тратить со временем. На этом у меня все. Надеюсь, данное видео было тебе полезно. Не забудь поставить по-братски лайкосик, подписаться на канал. Залетай на мои стримы, также залетай в телеграм-канал Friggy Viking Team, ссылочка в описании. Всех обнял, всем хорошего настроения, скоро увидимся.